Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Рыболов Копатель. Ну что, пришло время подводить итоги сезона, итоги уходящего 2024 года. Поэтому вашему вниманию предлагаю видео, обзор самых, на мой взгляд, интересных и запоминающихся находок этого сезона. Так что смотрите, наслаждайтесь. Подписывайтесь, кто еще не подписался, пишите обязательно комментарии в поддержку и ставьте палец вверх. Всем тем, у кого плохо работает YouTube, переходите на мой канал резервный на Дзене. Ссылка будет в описании и вот здесь на экране. Переходите, подписывайтесь и смотрите там, чтобы не пропускать видео, быть в курсе и продолжать следить за нашими приключениями. Поехали! Поехал копать на велосипеде. Где-то 15 километров расстояние надо преодолеть. По лесу куда приятнее катить. Хоть и вдоль железной дороги, но гораздо приятнее. Народу тут не бывает, в принципе. Сейчас собираю снаряжение и погнали. Воронка. Рядом выкопал листы такие. Похоже, что крыша была вот под трубу. И вот сигнал был еще алюминиевый большой. Сначала думал, банка консервная. А это, ребят, сейчас покажу. Смотрите. Опа. Что-то интересное. Ой-ой-ой. И с чекухами. Вы посмотрите. Офигеть. Посмотрите, и тут чекуха. 37-й год. Вот это интересно. Вот это уже интересно и неожиданно. Что вот это за труп П1, интересно. Он какой-то совок гнилой вылетел и уперся в бутылку. Как обычно, если целая, то ноунеймовская будет. Это я вам гарантирую. Оно так не бывает. Тут такая ковырялочка досталась мне. Сейчас мы ее разведаем. По ощущениям вроде целая. Но оно ж так не бывает, чтобы было целое. И... О! С пробкой. О! Фишхаузен, друзья! Кайф! О, зачет! Блин! Фишхаузен с пробкой. Пробка отбита чуть-чуть, но механизм цветной, по-моему. Да. Зачетец. Сейчас чистану ее. Вот она, красавица. Но это кайф, друзья, кайф. Жаль, пробелла подбитая. Но она и лысая. Ну ничего, это уже здорово. Что пузырек есть. Ой, баунти трио. Где он, генералыч? Моете? Что значит хутор не битый? Посмотри, красота какая. С надписями, не? Да, вроде нет. Да, вон надпись. Есть, да? Ага. Вон и надпись есть. Надо почистить. Шикардос. А у вас с собой это самое? Это может валдайский, не? У меня только такая еще. Пошебуршите, где надпись именно по кантику. Под охраной работает.
Видишь надписью? Даже непонятно, Пруссия это или Валдайский. Они же валдайские еще попадаются. Видишь, надпись идет по кантику. Да, надпись какая-то. Делегация вся в работе. И очередной сигнальчик. Опа, и вот такой вот значок тоненький на булавке вылетает. Пойду помою его, да посмотрим. Наверное, я кверх ногами его держу. Вот так вот, наверное, будет. Какое-то строение там. Интересно. Вот такой вот значок, ребят. Не очень видно, конечно. Но я потом его еще почищу. Какие-то здания, причем городские там. Интересно. Да, перед зданием, судя по всему, памятник стоит. Антон говорит, что-нибудь с университетом связано. Подписывайтесь на канал Рыболов-Копатель. И вот голубушка полетела. Голубь мира посылаем. У нас дорога вот туда вон. Прямо напротив перехода мы пошли туда, да? Напротив перехода и на эту сторону, налево. Левее. Да. Там Вот стоял перед- дом. перед Через домом. ручеек, да? Через А я ручей, да. покажу, Антош, покажу. Да. Ну, Там щас уже не дома знаю. не было, когда мы сюда переехали, там уже все разбито. Канаву недавно почистили, а вдоль нее располагались дома. Сигналов была масса вокруг. Ну а мы пока что зацепились за этот сброс и продолжали копать разные стекляшки, бутылки. Обувка. Напротив. Это она впадает в эту речку, где летел. Опа! О! Знаешь, что пахнет? Ой, блин, смотри. С пробкой закрытой. Пивная целая. Инстербург, да. Петербург. Вот это уже зачет, ребята. Это уже зачет. Вот это уже не зря. Ну, чайку можно будет, да, попить? Да. Сигнал просто изумительный. Проверим-ка, что там. А лопата аж гнется. Золото Маккены. Вот в этом. Такой сигнал заманчивый был. Смотрите, ребят. Какая-то плюшка интересная. То ли пуговица такая мощная была. Пойду помою ее. Похоже на пуговицу. Пойду на ополаскивание сейчас. Опа! Чуть не упал. О, там что-то еще и написано. Вау. Да, это пуговица была. Шикардос. Пушки. Какая-то, может, английская или французская. Зачет. Вот, у Антона родственников во дворе. Смотрите, какой горловина люка. Кёнигсберг. Кёнигсберг, Пруссия. И здесь. Калининградцы. Одинверг. А, вот он где. Приедем, заберем. Так, ребят, вот ополоснул бутылки сегодняшние. Но вот это, такую я не находил еще. Инстербург.
Вообще, вот я и рад очень, зачетная, шикарная бутылка. Вот эту генералу отдаю на стакан, сделает, потом покажу. Кёнигсберг, все из бутылок битых. Генерал уже отточил мастерство. Может, скоро и на продажу такие стаканчики появятся у нас. И вот такой вот Инстербург. Как там ребята писали в комментариях, те, которые короткие, обрезаны, их можно для свечек использовать. Туда свечку ставишь, поджигаешь, и он красиво будет гореть. Так что лайк золотым рукам товарища генерала. А мы пошли копать. Серебро, Монета. монета. Пробка такая, смотри, с надписью. Молодец какой, я железо нафигачил. Видишь? Ух ты, редкая монета. Серьезно? Да. Доктор Дулиттл. Что это такое, даже фиг его знает. Переверни, узнаешь. Литовская, что ли? какая-то? Конечно. Так 1925 год. Ну, Посмотри какая, а. На дороге, да? да, где, подожди. Вот здесь. Да, здесь, а потом уже дальше пошли. Такие вот, знаешь, цинковые. Фенинги. Фенингены. Молодец, генерал, видишь? Раз видел, Нет. в машине лежит. Молодец, вообще монета классная. Литовская. Ну, всадник литовский. Ну да. А 27-й год? 25-й. 25-й? 1925? Угу. Смотрите, ребят, какая-то плюха с короной. Что-то там написано даже. Сейчас почистим. Крышка, что ли, какая-то. Интересно. Ребята, я в шоке. Смотрите. Сначала думал, какая-то пробка. Вы посмотрите. Там год Митунс. А вокруг вот это вот. Цвет-то золото, ё-моё. Кантик вот этот вот. Вам не кажется? Она закручивалась, я не знаю, это кокарда или что это. Но это какая-то солидная вещь, ребят. Это солидная вещь. Я просто в шоке. Что это такое? Кто знает, пишите, еще эмаль. Видите? Но внутри вот позолота, а вот кант реально как золото. Я просто в шоке. Что, ребята, отправили пацана сегодня в самостоятельное плавание с прибором, друзья. Сейчас покажет, что нашел. Прибор воспитывает третье поколение уже копателей. Bounty Hunter Lone Star Pro. Павел ходил с ним, генерал ходил с ним. Теперь Антон, он же Большой Тони, ходит с этим прибором. И что он сегодня накопал? Первое, партийник, no politics, no пропаганда. Он лихий. Берлин. Короче. Какие-то ранние Сейчас клеймы. зафиксирую сейчас. В интернете пишут, вроде, что теряется. Антон уже сходил на обед. Вот это вот действительно интересный. Короче, это значок французских националистов правительства Виши. Копатель, наверное, определит, что это. Похоже на какой-то стаканчик. А, это который, ты говоришь, средневековый, да? Может быть, но зеленый. Зеленый, это хорошо. Или колпак это какой. Я даже не знаю, Антон, что это. Ну, явно с пупырышками, неплохая штука. Забирать надо. Молодец, молодец, Антон. Решил еще раз поснимать ее, друзья. Как она мне нравится. Посмотрите. Посмотрите, ну кантик золотой, совершенно точно. Как бы цвет вообще. Она, скорее всего, закручивалась и прижималась. Видите, она просто тут погнута, она не сломана. То есть у нее не замкнутое вот это кольцо. Просто.
Просто шик, ребят. Других слов нету. Просто шик. Антон говорит, а может вот это турецкое золото в центре? Желтое более. Ребят, я предполагаю, почему так получилось. Короче, такая история. Ну, лопаты-то перепутали. Как бы мой опыт, он Антону передался через лопату. И он значков копнул. Как бы, ну, такой у него первый реально самостоятельный сегодня такой выход. Он отделился чисто и сам там занимался. Причем с очень простым прибором. А мне Антон, они с батей наточили лопату. Антон мне, как бы лопата, она сама так поменялась. Мой опыт туда пошел. А вот именно свежая, так у Антона еще волосы рыжие и борода. Вот, короче, поэтому и мне рыжье прилетело сегодня. Как ни крути. Земля даже подмерзла. Играла второй намек на золото уже за утро. Посмотрите, ребят, какая. Что это такое? За механизм. В тот момент мы еще и не могли себе предположить, что эта находка тоже имеет отношение к остаткам награды, которую мы ищем. Скорее всего, это игла, которая крепилась сзади. Парни, ну что, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Реально. Я просто, я не знаю еще, это от этого или нет, но я в шоке. Серьезно, друзья. Смотрите, друзья, я просто в ахере. Посмотрите, это звезда, это звезда, но только она восьмиконечная. Она восьмиконечная, это первый класс, друзья. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Это первый класс, если я не ошибаюсь. Это первый класс, генерал. Вау, да, смотри. Классно. Это первый класс, друзья. И она целая, главное. Она целая. Красавчик. Ё-моё. Это восьмиконечная, Антон, это первый класс. Антон сегодня носки, покажи, какие одел. Антон. Не увидят. Антону говорит, Даже носки рыжие одел. да, даже носки рыжие, борода рыжая, голова рыжая. Вы только посмотрите. Я сейчас тут все перерою. Я все перерою здесь. Я есть экскаваторщик знакомый, Пах. Звоним. Просто. Завелся не на шутку. Ищет орден. Смотри, что делает. Сумоист, блин. Что, есть сигнальчики, Антон? Не, голяк. Шик. Не сломалось, тут нет. Все отлично. Все отлично. Сейчас пока мою, мне Карстен прислал информацию о том, что у первого класса звезды ордена Пруссии тоже именно вот с пупырышками, вот с этими по кантику были вот центральные медальоны. Сейчас я попробую его вставить, и мы вместе с вами полюбуемся на это. Ну вот, конечно, звезда загнута, но вы посмотрите только. Вы только посмотрите. Это кайф. Это просто кайф. Я очень доволен. Нету ни заглушки, ни иглы. Но еще время, только обед. Еще поищем.
Отошел уже от места, где стоял дом, метров 300. Шик, сигнал. И смотрите, блестит, как будто серебро. Серебро. Ай-яй-яй. Марка. Шик. В такой черной, темной патине. Шикарный коп. Просто шик. Вот тут вот с краешку, как будто я лопатой попал. Ехали не зря. Смотрите, что подарили нам. Смотрите, какая плакетка, ребят. Просто шик. Из олова, похоже. Посмотрите, в центре крест. Кто знает, что за строение изображено, пишите. Ну, вещь шикарная. Зачет. Сегодня мы идем в музей. В музей Фридландские ворота, город Калининград. И идем мы туда вовсе не для того, чтобы просветиться, а для того, чтобы передать одну из находок. Скажу честно, для меня это было волнительно. Ну, почему бы и нет, все-таки не каждый день передаешь находки, тем более находки такого уровня, в музей. Не могу не отметить и того, что данная находка, без всяких сомнений, это самая ценная, я думаю, как материально, так и исторически, несомненно, самая ценная из того, что я нашел за все время увлечения приборным поиском. Я знаю, что среди моих зрителей будет два лагеря, и, возможно, будет большинство тех, кто не поддержит меня, но для себя я четко и твердо решил. Звезда ордена Короны Пруссии первой степени должна стать достоянием общественности и экспонатом Государственного музея, который специализируется на истории нашего региона. Директор музея Фридландские ворота Ярцев Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор и мой преподаватель по истории и политологии в Балтийской государственной академии уже почти 20 лет тому назад. Павел, ну вот с этой тематикой, с этим орденом связана и история прусского военного костюма, причем как пехотного, так и офицерского. У нас, например, в музее есть костюм простого обычного рядового первого фузелерского полка. Фузелерские — это такие фузеи, оружия, которые кремниевые ружья. Но этот образец костюма 813 года, когда русская армия, вы знаете, воевала союзниками против Наполеона. Друзья, ну вот настал тот знаменательный момент, собственно говоря, ради чего мы сегодня прибыли сюда. Для меня лично это зов сердца, зов моей души и совести, если хотите. Поэтому я бы хотел передать данную находку в музей. Ой, спасибо вам большое. Это для нашего музея это большое событие. Мы являемся единственным городским музеем. Учредителем нашего музея является мэрия города Калининграда. И экспозиция нашего музея, она рассказывает об истории этого города. Такие предметы с неба не падают, и не так часто мы можем позволить себе такие предметы приобрести. Но в силу своего статуса небольшого музея. И сегодня, конечно, это предмет займет в экспозиции зала, который рассказывает об истории города Кёнигсберга, достойное место, и главный предмет будет в этом зале именно. Да, ордена Короны Пруссии первой степени. Первой степени. Большое вам спасибо. Это настоящий подарок. И, пожалуй, один из самых достойных
разных подарков, даже по датировке, по времени. У нас подлинных экспонатов нет более ранних, чем этот орден, который вот сегодня я держу в руках. И спасибо вам, Павел, большое. Все наши зрители, все жители региона, а также гости региона, туристы смогут увидеть в музейной экспозиции данный артефакт. По-другому не назовешь, все-таки он из земли. Как бы это тоже парадоксально, в свою очередь. Такая высокая награда, казалось бы. Gott mit uns, Господь с нами, Бог с нами. Да, итак, орден короны, звезда первой степени, это редко, потому что это не солдатский, это явно высокопоставленный, скорее всего, гражданский чиновник, может быть и военный. И, как сказал Павел, вот эта застежка, она была недалеко в 3 метрах, мы предполагаем, что застежка действительно к этому ордену, потому что он крепился слева направо на ленте такой. Ну, я не удостоен этого ордена, но мне будет приятно вот так вот, как бы, вот так вот я подержу его, да, на такой ленте. Дорогие зрители, вот вспомните вот эти фильмы про эпоху войн наполеоновских, второй половины 19-го, франко-прусской войны, да, вот эти балы, парады, вот эти ленты орденские, это же такая эстетика, такая красота, начиная от военного костюма, завершая вот этими орденами. Вот. Ну и в этом плане, конечно, как люди гордились своими, рыцари гордились своими мечами и конями, да, в свое время, то пришла эпоха, когда военные рыцари гордились уже своими орденами. Здорово. И часы пробили. А это записалось, что часы пробили? Это надо сохранить. Обязательно. Как раз вовремя. Клещи не трогали никогда. Вот старое поверье такое. Лайкосики, друзья. Главное, чтоб матка не вылезла. А то она нам настучит. Нигде находок толком нет, а у генерала продолжается вот там. Тем не менее, Влад поднимает предположительно вот такой карандаш. А там где это самое, от зубов, посудина, да, Владик? Где она? Ну-ка. И снова у генерала, смотрите, что вылазит, ребят. Вы только посмотрите, тут уже все в идеале. Там просто в том блиндаже там сидели и чинили зубы. Зубы болели. За валюту. Там вон еще, смотрите, вырванные зубы кидали вот в ту чашу. А клещей, друзья, уйма. Клещей уйма. Вот, передай сюда вот ту вот, посмотреть ее. Посмотрите, что творится. Это шухер какой-то. Потихоньку и набор собирается. Клещей пока нету. Кстати говоря, у генерала ж теперь новая погремуха. Дантист. Его так и называют теперь. Юра-дантист. Ремонтирует зубы всем. Антуражно. Это такой новый вид туризма. Короче, медицинский туризм, как говорится. Приезжайте в Калининград, вам отремонтируют зубы по немецкой технологии. И даже с заморозкой, если честно. Вы ж тюбики видите? Один из оставшихся ангаров аэродрома Нойтив. Что-то там трепещется. Слушай, это не ласточки так случайно? Вот тут вот, кстати, друзья, была диспетчерская аэродрома Нойтив. Там вон даже щит какой-то установили. Спрячется уже, не видно их. Опа. Смотрите, а вот там вот. Молодежь гуляет. И не боятся же, надо же. Ну чё, как вам коп сегодняшний? Отлично. Хороший коп.
Поездки хорошие были. И первый раз был так далеко. А вы на косе еще так не были, да? Вдали в той. Да. Не были. Понравилось, да? Очень хорошо, красиво. Скажите, Бима, как у вас вообще настроение? Я тут выкопал. Опачки. КВКшник. Вот вам, пожалуйста. Посмотри, какой зачет. Сейчас помоем. Посмотри, какой зачет. Пошли мыть. Сегодня повезло товарищу генералу. И он стал счастливым обладателем креста за военные заслуги 2 класса с мечами. Причем в очень и очень достойном сохране. Совершенно неожиданная находка, если честно. Посмотрите, ребята, никакой политики и пропаганды, друзья, только история. Это зачет. Это зачет. Рядом с дорогой, да, генерал? Да, рядом с дорогой. Нашалеть. Какой год там? 39-й. Красавчик. Молодец. Поздравляю. Теперь опачки. Офигеть. Колокол поломанный. Но все равно это не менее антуражно. Чисто так его завернуло. Пойду помою. Я сначала думал, один в другой, что ли, вставлен. Нифига себе чудеса. Нет, он поломанный. Но он до конца не разломался. Блин, раздавили его. Жалко. Пойду мыть. Находки интересные. Жаль, конечно, что он раздавлен. Причем, я так понимаю, не так уж и давно. Патина какая. Шестнадцатый размер, наверное, диаметр 16 сантиметров был. Ребят, ходим по навозу. Вот смотрите, сколько сигналов. И это все монеты, монеты цинковые, оловянные солдатики и еще раз монеты. Я в шоке просто. Приходится прям в навозе ходить, друзья, и интересная монетка попадается. Опачки. 50 грошей. Ой-ой-ой-ой-ой. Она серебряная, кто-нибудь знает? Ай-яй-яй, какая красота. Ай-яй-яй, какая пуговица. Батюшки мои, вот эта монетка. Какая пуговица. Вау. Просто класс. Какая пуговица, я в шоке. Покажите. Вау. Смотрите, монетка-то какая. Ага. Гроши. Навоз, 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 навоз. Очередную находочку принес. Есть подозрение, друзья, что этот навоз привезли и находки вместе с ним. А посмотрите, какая пуговка. Шик. Она вся на лейбах сзади. Я просто в шоке. Потом я ее помою в конце и покажу. Смотрите, она в какой патине. Корона просто бомбическая. Вау. Навозная Эльдорадо, друзья. Вам понравилось там копать, генерал? В навозе? Ну, конечно. Ну что, идет сигнал, что не копать? Согласен. Друзья, рассказываю. Антон говорит, нечего тут делать. Ну, начинает. Не пойдем сюда.
Ни хрена нет, одна проволока. Выходим. Так вы даже к дому не подошли. Мы даже к дому не подошли, выходим. Вот просто иду, сигнал запикал, но она наверху лежала. Смотрите. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На-на-на-най. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Посмотрите, какой красавчик, друзья. Это сколько у нас там грошей. Просто кайф. 4 гроша русских. Ну такая монетка, ребят, вылетела. А тут дорога рядом прям. Вот. Вот дорога идет, дорога. И мы идем к дому. И вот такая монета. Это зачетец. Вот что значит, ребят, мимо своего серебра никогда не пройдешь. Если именно тебе его суждено найти, то именно ты его и найдешь. После обеда вот сюда никто не хотел идти, и меня почему-то тянуло сюда. Не знаю, вот пришел, только наступил на поле, лежит, можно сказать, сверху монета. Все тут выпотрошено все. А попалось мне почему-то. Ну, спасибо, как говорится. Приятная. Она вот так вот торчала из земли или наоборот. Это штука накладка от ножа. Угу. Вот такой дядька. Видите, есть у него там на шее царапинки, но это видно старые. Но от этого он ничуть не хуже становится. Вот такой монетос. В принципе, рельеф хорошо сохранился. В остальном фениги. Ну вот, что еще? Вот это кольцо. Цвет такой, конечно, у него. Я вот его почистил, посмотрите. А может это золото низкопробное какое-нибудь. И вот оно именно такого цвета было. То есть оно просто грязноватое было, но ни в зеленке, ни в какой, ни в чем. Внутри ничего не вижу. Вот оно от удобрений такое подзаплывшее чуть-чуть. Надо будет проверить его. А вдруг золото, друзья? Латунь бы, конечно, позеленел. А еще есть. Что там говорил? Дождя сегодня не будет. Не, это ты говорил вроде. Я говорил? Да. Ни хрена. Ты тут тучами управлял, ё-моё. Какая-то хрень. Не помыл, правда. Смотри. Ну ты счастливый довольно-таки пришел. Штырек и цифра 6 или 9. То ли клеймо, клеймить. Ой, интересная штука, кстати говоря. Первый раз такой вижу. Ну это однозначно что-то... Ну по шрифту Первая мировая район где-то. Нет? Трудно сказать. Но она бронзовая, я так понимаю. А бронза это довольно-таки мягкий металл. Для того, чтобы во что-то твердое его долбить. Она бронзовая, да? Да, это куда-то вбивалось, и да, это, наверное, типа печати. Скорее всего, здесь ручка была деревянная. Да. Деревянная ручка была. И что-то. Шестерка или девятка. Слушай, ну печать у нее, значит, должна была резиновая какая-то набойка быть на этом еще. Ну или мягкая какая-нибудь. Или где это клейми? На коже, может быть. Ее нагревали и кожу прижигали. Может быть. Ну, кожу, галантерею какую-то. Ну, по-любому что-то клеймо какое-то. Причем, видишь как, смотри, что цифра 9, что цифра 6 получается неправильно, понял? То есть только если клеймить. Ну, естественно. Реверс, как бы. Спасибо, мы поехали. Что-то цветное вроде. Вон патинка какая, видите? Как будто деревянная ручка. Сейчас обкопаю, посмотрим. Он кричит, клещей много. Так, мой прибор продолжается. Этот. Тут еще деталь оголилась. Вот это все
все как на латунь похоже. А тут вот ремешки. Что это? Опа. О, ребята, это кайф. Вот это достойно. Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотрите. Вот это кайф, генерал. Утюг. Утюг, причем цветной. Я смотрю, ручка вот эта знакомая, что-то мне напоминает. Сейчас я его почищу и зафоткаем. Это кайфец уже. Посмотрите на этот красотун. Помните, вот эти постоянно находим мы и гадаем. А вы пишете: это от утюга, это от утюга. Вот оно. Дед наглядно показывает, говорит: ребята, запоминайте. Я так понимаю, он бронзовый полностью. Да, это кайф. Я уже прям шиканул. Копаем дальше. Несу генералу аптечку. Все, трава поднимается уже. Скоро будет не пройти, не провести катушку. Генерал есть! А. Жарко, да? Приятно водички попить на копе, да? Ну, это самое милое дело, особенно когда жарко. Вообще класс. Вот она, побежала, 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 побежала. Пустомеля опять, да? Пустомели, да. Пошел рядом верховой сигнал, ребят. И смотрите, как будто бы конина, как будто бы с лошадкой. Или я глючу. Сейчас почистим, посмотрим. Вот она. Извиняюсь за грязные руки, но как там в комментариях написали: ты когда монеты берешь или там что-то интересное, снимай перчатки. Относись с уважением к находкам. Вот теперь снимаю, друзья. Классно. Ковыряться. Кайф, да? Ну да. Где мой Карсон? Забодай тебя, комар. Викинг, что ли? Не? Викинг. О, погодка, ребят. Вот чудеса. Сейчас уже травы по пояс, наверное. После таких солнечных дней, после дождя, сейчас просто зелень прет. Цветение бушует вовсю. Мы на месте, ребят. Погода стабилизировалась, небо расчищается. Птицы поют, лягушки квакают. Пойдем к месту, где стоял дом, и продолжим копать стекляшки, а потом пойдем по верхам. Классную шильду выкопал, или крышку с надписями. Надо почистить. Загнутая. В принципе, выпрямить можно будет. Там вон еще на усах что-то как будто с той стороны должно быть. А что это такое? Что-то интересное было. А внутри есть там что-нибудь или нет? Комарел, походу.
Это как горжет какой-то. Блин. Жесть. Ай, блин. Виткен. Мейнде. Что-то. Гемайнде. Виткен. И что-то вот там вот. И вот он, загнутый орел. Я ее не буду сейчас дергать. Ее, конечно, надо поднагреть. И она, по идее, должна выпрямиться. Иначе я ее сломаю просто-напросто. Это то место, ребят. Представляете? Вот тут вот спали парни. Ходили миллион раз. Вот, пожалуйста. Поставил 6-ю программу глубина. Вот вам, пожалуйста. Ну, при умелом подходе все выпрямится. Находка просто зачет. Ну что, вот ворошу очередную помоечку. Ребят, помните, генерал лошадь выкапывал? А вот у меня, кажется, и дяденька именно с той лошади. Явно сидел он на коне, а теперь без него. Сейчас попробую почистить, посмотрим, чего от этого француза осталось. Или кто это был. Ни много ни мало дядька серьезный был. И в позолоте когда-то катался. Садись, сиди, наблюдай, как я буду копать. Вот она. Вау, офигеть. Посмотрите. Честно, я первый раз такую вижу. Это просто шикардос. Класс. Посмотрите, ребят. Красотища какая. А запах сладкий какой. Нюхайте. Нюхайте слабо. Запах сладкий. Слаб, да, прям? О, какой сладкий. Разогнул я в одном месте, в принципе. В принципе, нормально. Никаких трещин новых не появилось. Вот здесь я разогнул. Эта трещина была. Держался он, скорее всего, на игле. Носился, возможно, может быть, как шеврон. Я не знаю. Посмотрите, как получилось. Больше я его не хочу трогать. Вот пусть так и будет помято, антуражно. Орел, смотрите, как голову сложил, лапы загнул. Вот такую вот. Кстати говоря, поселок Виткин. Ну, копали мы совсем не в том поселке. Достаточно далеко. Ну, возможно, вот этот человек, обладатель этого жетона, я не знаю, звания, он проживал там, где мы копали. На отдаленном хуторе. То есть
Он относительно одиночный и отдаленный. Находится, ну, я не знаю, километров, может, 10-8 от этого самого Виткина. Так что вот так вот получилось. Общественным служащим считался штатный или совместительный служащий города или муниципалитета, задачей которого было устное распространение официальных объявлений, а также других вопросов на местности. Поскольку общественные служащие часто носят с собой колокольчик, чтобы привлечь к себе внимание, в некоторых районах их также называли глашатаями или зазывалами. Благодаря этой функции соответствующий общественный деятель был известной личностью. Во многих местах доставка официальных писем и других административных документов также входила в обязанности общественных служащих. Сейчас вот пока пробиваем канавы, которые идут здесь, и вот пойдем, генерал уже пошел туда. Там постройки были, и у меня уже не первый, наверное, третий сигнал. И что-то интересное, посмотрите. Какая-то бирка или жетон алюминиевая, похоже. Есть надпись. Сейчас посмотрим. Интересно. Почистим давайте ее. Вот такая первая находка интересная. Барсун Пиплин. Алюминий. Но я думаю, щевелка сделает с ней чудеса, друзья. Сейчас на ваших экранах уникальные кадры. Вы можете видеть, как нерестится голавль в придорожной канаве. Удивительно то, что речка достаточно далеко. И чтобы ему подняться сюда, потребовалось проделать немалый путь. Через поляризационные очки даже в тени видно, как рыба гуляет. На глубине по щиколотку. И особи довольно-таки немалого размера, надо заметить. И вот такая канавка. Интересно. По-моему, это голавль, если я не ошибаюсь. Или ребята говорят, блин, генерал бутылку с вином откопал. И вроде уже сидят даже и пробуют. Сейчас скоро пойду проверять. Была гостиница, отель. Здесь вот генерал копал помойку. Ну, из целого, короче, вон уксусница, там шмуксусница. И вот эта бутылка, ребят. Фу, кислятиной такой. Фу, броженой пахнет, вообще жесть. Не, пить я не буду. Тару разбитую. Давайте нальем. Пахнет, знаете, как будто яблочное или грушевое какое-то вот домашнее вино. Такой красновато-коричневатый цвет имеет. Фу. А запах какой. Ужас. Двигаясь по канаве, мое внимание привлек вот этот предмет. Похоже, что он природного происхождения. Что-то стекловидное. Внутри глянцевое. Покрытое коркой. Не могу понять, что это за порода. Если кто-нибудь когда-нибудь сталкивался, пишите ваши версии в комментарии. Если ополоснуть, то внутренняя часть отдает блеск. Я его нашел!
получается, копает у нас Февраля. с февраля. Сегодня у нас что, май? Это сколько ты, получается, Антон, копаешь? 3 месяца уже. 3 месяца полных, да? Да, где-то. Ну, расскажи, вот хотелось такое, не то что интервью, просто ожидание, реальность от копа, вот как у тебя происходило. Что ты вообще решил, почему ты решил заняться копом? Ну, тебя всегда влекло это, как бы, да, насколько? Да, всегда было интересно. Да, тебе при встрече всегда много лет говорил, да, поехали туда. Ну да. Манил тебя. Не, всегда было интересно. Видосы смотрел всегда на ютубе. Как-то так, дело не доходило. Ну, интересно было всегда. Давно. Ну, и как бы история, Пруссия там, наш регион в особенности. Ну, всегда было интересно. Мгм. Ну, поехали как-то на места, позвал Пашку Ну, с генералом. Как-то раз-два, находки, как бы стало интересно. Начал просто ходить за компанию. Потом помойку одну копали вместе первый раз с Пахой, с пинпоинтером. ну да. Ну, потом Пашка дал прибор свой старый. Bounty Hunter. Да, кстати, Lone Star Pro. ребят, прибор Bounty Hunter Lone Star Pro. Вот часто пишите в комментариях, порекомендуй какой-нибудь прибор, посоветуй что-нибудь. Однозначно. И еще раз хочу вам сказать, это никакая не реклама, это исключительно личный опыт эксплуатации моих товарищей. Я с ним ходил, и генерал ходил, и Антон уже тоже с ним ходил, и находки тоже были. Bounty Hunter Lone Star Pro. Стоит он что-то там, ну, может, сейчас около 20-ки где-то стоит. Работает на одной кроне. Для начинающего копателя, для начального уровня, по мне, нормальный прибор. На первом же копе откопал 2 значка. Антон, с Bounty Hunter Lone Star Pro, ну, с прибором простеньким, у тебя уже были находки, да? Это на первых копах, там, значки, там что-то монетки какие-то были. Стакан непонятный, до сих пор не определили, что. Может, и старинный какой-то, древний, там, мега, да? Ну, как бы уже с этим прибором уже точно начинаешь понимать, что такое звук, как он различается, какой металл попадается на какой звук. Как бы, в принципе, для начинающего в самый раз. То есть первое время прямо, ну, супер прямо. То есть на нем именно хорошо понять весь смысл. Вот учишься на нем, это однозначно хорошо. И очень, кстати, быстро. А сейчас ты с Деусом 2 уже ходишь, да? Сейчас, да, уже приобрел Deus 2. И как вот ты по своим ощущениям, что можешь сказать об этом приборе? Как сказать-то правильно? Как будто первый раз копал сразу. То есть очень разнообразие сигналов, много частот у него. Можно сказать, что учишься по новой. Ну, а так, конечно, находки, как бы, мир звука открывается по-другому, конечно. Ну, тебя устраивает этот прибор Да, полностью? Такой iPhone в мире приборов. Ага. Слушай, Антон, а что можешь сказать по поводу находок, вообще по поводу того, ну вот твои ожидания и реальная ситуация по находкам, по местам для копа, по полям, вообще по ситуации? Ну, тут, наверное, надо как сказать, ну, у каждого свое. То есть каждый ждет своего какого-то результата, своих эмоций, там, своих ощущений от всего этого. У меня, ну, я Пашке говорил много раз, у меня больше интерес походить, поездить, просторы. И самое, что мне нравится, я люблю не столько выкапывать находку, процесс, сколько откопать что-то интересное, или когда там Паша находит или генерал. Вот мне нравится процесс поиска. Что это? Информации именно, Интернет, форумы, да, вот это вот. Собираешь информацию, там, бредишь домой, чаю нальешь и сидишь там в интернете. Вот это, ну, как по мне вот это больше нравится. То есть процесс узнавания истории, как бы, предмета и там округи, где его нашли. В принципе, как вот было с орденом, который Паша нашел. Всякие таблички попадались вот, с названием поселков маленьких вот недавно. Лично находил пуговицу французскую с городом Лион. Вот тоже было очень интересно там поискать, что это, как бы. Как оказалось, там франко-прусская война где-то, или крымская даже. Ну да. Не настолько интересны именно сами находки, как материальная ценность, Да, сколько тот информационный фон, бэкграунд, как сейчас модно говорить, конечно. который они несут за собой. А для меня однозначно это больше интересно. Ну, у тебя за 3 месяца не отбило желание заниматься? Не, вообще. Только больше интереса. Угу. Это однозначно. А оно, по сути, ну,
оно не может, ну, как я считаю, если сразу не отбило в первой неделе, там, у нас были интересные походы на коп, такие физически очень истощенные, Ну да. как бы, ну, в такие моменты, как бы с Пашей разговариваю, что если как бы не отбило, то уже не отобьет, в принципе, желание. Потому что попадали мы пару раз в походы такие очень тяжелые. Поэтому, ну, такие моменты ты понимаешь, твое, не твое. Я, ну, как по мне. Я на утро проснулся, уже был готов куда-то ехать. Желание не отбило за 3 Не, месяца, однозначно короче. нет. Я тебя понял. А что бы ты мог порекомендовать, Антон, начинающим копателям, которые еще не приступили к этому делу, но подумывают о том, чтобы приобрести прибор и как-то увлечься этим хобби, затеей этой? Ну, наверное, скорее надо найти кого-то, кто ну, покажет этот процесс. Там, знакомого, незнакомого, может кто-то на форумах там написать, там, я думаю, что ну, будут люди, кто не откажет. И как вот я делал первые разы, я просто ходил рядом, без лопаты, без прибора. Процесс, вот, понять, вот, встали рано, чаю сделали с собой, поехали, походили, посмотрели карты старые. Вот сам процесс понять со стороны сначала. Ну, те же видео на YouTube, там, Пашин канал, там, многие другие. Смотрите, я очень много смотрел, не 1 год далеко. Смотришь, там, интересно. В принципе, половину находок уже там знаешь, что это, от чего это, как бы, ну, когда сам еще находишь там то, что видел на видео, там, как бы, ну, о, блин, там, он находил, я нашел. Ну, Сопоставляешь что-то там, да? да, со стороны, со стороны. Антон, а вот скажи, физическая нагрузка, как ты ощущаешь, ты вообще физически себя лучше стал чувствовать Конечно, с копом? однозначно, да. Сидячая работа, там, вечно за рулем, как бы, то есть, ну, оно физически по мне видно, да, что-то как бы, ну... Ну да, ты ж сбросил ого-го, кстати да, уже говоря. больше 10 килограмм. Ну, при том, что ты не так уж прям супер часто ездишь. Да, ну, по мере, да, как свободное время от работы. Буквально там, ну, считай, несколько раз в неделю. Ну, раз-два, да. И как бы и результат, и сам себя чувствуешь гораздо... Да, никаких там, ну, никаких каких-то диет, там, ограничения хлеба, чего-то. Тупо коп. Спасибо Антону за такой краткий экскурс. Друзья, если у кого-то какие-то вопросы, именно информационные такие есть, на которые вы бы хотели, чтобы я ответил там, или ребята, с кем мы вместе ездим, пишите, будем такие маленькие организовывать. Может, стрим все как-нибудь запущу, но надо так, чтобы все совпало, и хороший интернет, и погода, и настроение, и время, чтобы было такое, чтобы всем удобно было. Так что всем спасибо за внимание, и оставайтесь с нами. Бугор, вот дорога заходила, бугор, здесь в углу дом был. И смотрите, что выкапывает. Опачки! Ребята, вот вам и контент. Посмотри, вау! И с язычком даже. Послушай, мы тут... И даже язычок прицеплен. Слышь, первый раз тут колокол нашли, когда были. И сейчас. Обед. Все, всех к столу позвали. О, красота. И колокол у нас. Доска кривая с этой стороны. Шашлычок. Вообще красота. Грибочки. Просто песенка. Это просто песня, друзья. Шикардос. Ой. Антону уже 33 года. Батюшки мои. Растет, все растет. Копать вот начал уже. Совсем старый стал, да? Ну. А шашлычок прям с огурчиком лег, друзья. Белиссимо. Ребята, ваше здоровье. Такие шампиньоны получились вообще пикантные, просто со специями. Мягкие и очень сочные. Божественно. Особенно лаваш на огне подогретый. Вообще песня просто. За кадром отец Сергий
комрад Серега, наш проводник в эти места. Приехали мы очень далеко. И что примечательно, вот такая интересная находка была. Посмотрите. Сергей выкопал вот такой нож. То есть это чисто охотничий нож. В этих местах, в местах, где было лесничество. Обратите внимание, вот это рог оленя, да? Оленя, да. Да, оленей рог. Посмотрите, на гарду копыта. Бронза, литье, просто красота. Вот здесь ракушка. К сожалению, утрачен какой-то декор, который был здесь. Возможно, есть предположение, что тоже какие-то животные были изображены. Сами ножны были из кожи. Естественно, они утрачены. Ну и клинок стальной. Состояние сами можете видеть. Но сама находка, это просто что-то изумительное. Посмотрите, какая красота. Как ты его нашел, Серега? Расскажи, как у тебя вообще впечатление? Ты в шоке был или нет? Нет, я его откопал, кинул в рюкзак, дальше пошел. Да? Ну, типа, просто было. А когда домой пришел, ну, тогда уже, типа, понял, что откопал. Что-то серьезное. Что-то серьезное. А так думал, ну, закинул, пошел. Ага. Что бы вы думали, друзья? Не без веселки. Не без веселки. Два яйцо в желе уже. На такое уже не пойдет. Такое уже не увезешь. Ну где одно, там и остальные. Короче, кто находит, кричите, я буду рыть. Как, Хоть съедим по одному. как труфельный свин, да? Вот они. А вот простреленный. Морился хлопец. Грибос. Че, вкусняшка, не? Ой, и не говори. Пасхалыч, да? Есть интересная находка. Смотрите. Слоник. Элефант. Прикольный какой. Это старый стопудово. Пойдемте мыть его. Посмотрите, какая. Блин. Не ждал, не гадал. Вау. Посмотрите, какой малыш, ребят. Да это просто чудо. Ой, какой красивый Посмотри. слоник. Блин, ты посмотри. Кто бы мог подумать, Серег, что он тут будет. Целенький. Целенький, да. Старый, стопудня. Красавчик. Зачет. Ну вот, уже какой-то малыш симпатичный. Камрад куда-то пропал, на звонки не отвечает. Хорошо, что свежая пашня. Поле пробороненное, следы отлично видно. Сейчас мы его найдем. Генерал, как всегда, ушел. Трубку не берет. Вот, иду как следопыт. По следам. Вот копал. Что-то копнул. Следы дальше идут. Сейчас проследим. Сейчас мы его вычислим с вами. Идем, идем, идем. Следы генерала. Туалетная бумага. Ну все, точно был где-то здесь. Следы генерала идут, а я иду рядом. И что бы вы подумали? Сигнал. И смотрите, что. И снова серебро, друзья. Уже третье сегодня. Уже третье. Опачки! Блин! Снова 50 фенигов.
как буквально недавно я выкапывал. Надо же. Уже в этом месте, ну, это в нескольких километрах от той, что я нашел. Но та была чуть-чуть всаженная лопатой. А это ровненькая. Это тот самый случай, друзья, когда следы генерала привели меня к серебру. Ну как чебуреки сегодня, товарищ генерал? Не горчат, да, нормально? Тут поговорка, где-то убыло, а где-то прибыло. Сегодня есть серебро, мужики. Ну, Так. монета. Антон очень давно хотел найти серебро. Ну, очень интересная. Ух ты, вот это вот красота. Ну-ка, зачет. Да, это Антон покруче даже этой самой. Клеймо 800 или 900, какая проба? 800 Да, обычно. 800. Генерал? Ну-ка. Перстень. Красава, молодец, Антон. Вот это реально, как бы достойно. Это даже лучше, чем ты пятимарочник бы нашел. Так, против солнца. Такое тяжеленькое, прям добротно сделано. Тут а дубовые листики такие ползают. Ну, да, какой-нибудь Элефант Гориллыч. Вот звонок велосипедный, жаль, сломанный. Интересная вещь. Сигналы интересные. И поглядите, чего там, друзья. Опа. Ай-яй-яй. Кокарда. Кокарда люфтовая. Более-менее сохран. И усы на месте. С одной стороны, а с другой нет. Слегка подмятая. Друзья, no politics, no propaganda. Only history and collecting on the channel Рыболов Копатель. Сейчас почистим. Ну что? Имеем мы с вами вот такой артефакт. Ну, на 4 с минусом, друзья, состояние. В принципе, уже неплохо. Хороший сигнал был, ребят. И взгляните, что выпадает. Какой-то значок эмалированный. Тереть его сильно не буду. Мы с вами в конце. Там написано должно быть. Я, похоже, и находил уже. Ну, прям этот вообще в шикарном состе. Не является пропагандой. Только история и кладоискательство, друзья. Вон там капает, и уже текст начинает появляться. Ну, помоем его возле машины, чтобы не стереть лишнего. Копатель оборзел сейчас, друзья. Ой, вообще кошмар. Да, я набрел. Волшебная малина. Вон ее сколько здесь. Можно покушать. Ну, какая красивая. Ну, посмотрите. На даче такого нет, ё-моё. На даче такого нет. Ребят, изумительный сигнал был.
И смотрите, я так понимаю, тут какое-то клише или что-то в этом духе. Потому что вот тут зеркальные надписи. Сейчас почистим. Возможно, тут дата ставилась. Сейчас почистим и посмотрим. Вау, что-то там Лабиау. Круто. Лабиау — это у нас Полесск. Очень интересная находка. Очень она мне по нраву. АМТ Шмерберг Крис Лабиау. Шмерберг — это, скорее всего, предприятие, наверное, называлось. Здесь окошечко, скорее всего, дата ставилась. А может быть и просто свободное было под подпись. Хотя вряд ли. Интересно, от какой-то машинки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, находка зачетная, друзья. Это зачет однозначно. Чудо из чудес. Уже почистили слегка. Вот такая, я думаю, это велосипедная шильда, наверное. Науман. Посмотрите. Класс. Вот так вот. Посмотрите, ребят, какая красота. Вообще. Просто. Какой-то сигнал раздается. Кто ты? Что ты? Ага. Смотрите, ребят. Полтинник. Зараза. Эх, серебряные надежды подавал. Смотрите, ребят, выпала какая красотуля. Неужели целая? Я в шоке. Вау. Зачет. Вообще кайф. Сурфить начал, ребят. Смотрите, какая монета выскакивает. Да тут американизмами запахло, блин. United States of America. Квартер доллар. Это 25 центов, походу. Я так чувствую, серебряная, что ли. Ингот Витраст. Это вам не год Метунс, ребята. Да, вот здесь под деревом. Посмотрите, какая монета. Да, чего тут только нет, друзья. Пф, я в шоке. Вот это заехали. Вот он, красавчик. Того не ожидал, того не ожидал. Когда ехали с генералом, я ему говорю, давно мы такого не находили. Смотрите, друзья. Вот такая находка. Вот, зачет. Верховая. Посмотрите-ка. Опа. Я тут по ней съездил или нет, не знаю. Вот такая табличка зачетная. Это кайф, ребята. Самый настоящий кайф. Это зачет. Вот такая тема. Алюминий, готика, орел с молниями. Класс. Все выровняется, не спеша, помоется и будет зачет. Вообще шик. Я рад. Не выдержал, пошел помыл ее, ребят. Просто. Красавчик. Остпруссия. Чик-чик-чик. Вообще кайф. Я просто доволен. Классная находка. Состояние такое на 4 с минусом. Тут вот небольшая перфорация есть, но это не страшно. Очень радует. Красота. Налил горячей воды, кинул
пару таких комочков щавелки, закинул табличку. Друзья, вообще кайф. Просто вот так вот мягенькой стороной губки беру. И вот так вот протираю. Вся краска остается. Вся краска остается. Все лишнее. Посмотрите как. Одной рукой не очень удобно, конечно. Вот так вот. Все лишнее уходит. Ну, вот такая получилась. Потом еще можно подрихтовать. Будет ее, конечно же, поровнее сделать. Пять минут работа со щавелкой. Лишняя грязь вся отвалилась. И осталось вот так вот. Генерал что-то нашел. Опа. Смотрите, зачет какой. Опа. Вот это шикардос. Красавчик, генерал. Год Митунс. Первушная пряжечка. Зачет. Вот тут, туда пошел, там дом. Угу. И дерево такое поваленное, корни. Угу. Рядом покопалось, и вот рядом с покопанным выкопал этот. Класс. Вообще зачет. Кто-то пропустил. Там вообще есть, как крапива ляжет. Там Красота по дороге попалась, ребят. Семейство. Очередной сигнал. Цветной, приятный. И на этот раз уже кое-что интересное. Ребята, очень интересная находка. Тимуру большой привет. Сначала не понял, что такое, друзья. А потом смотрю, сзади как будто бы значок. Как будто бы значок. А тут, смотрите. А тут Микки Маус у нас. Тут Микки Маус. И если я не ошибаюсь, то это что-то как-то с Люфтваффе связано. С авиацией. Вот такая вот находка. Надо его щевельнуть будет, может глаза появятся. Вот такие чудеса. Вот столько щевелки насыпал. Вот он, наш пациент. Вода горячая. Чуть-чуть. Размешаемая. Достаточно концентрированная, я вам скажу. Погружаем парня. Ну, лишнее пошло сразу. Вот так вот аккуратненько его намывами такими. Ну, видите, сколько сразу с него слетело, хотя вроде. Потом обязательно с мылом промыть его проточной водой. Ну что, нормальный парень получился. Зачет. Можно оригинальный звук оставить. Владу медаль попалась. О, так и прикинь, так и знал Влад, что я находил такую, кстати говоря. Это
Перед нами прусская медаль в честь победы над Францией 1871 года. Для участников франко-прусской войны. Материал изготовления бронза, диаметр 29 мм. Предусмотрено ушко для ношения без колодки. Вот такая вот замечательная находка попалась Владу. А вот эта медаль попалась мне на поле несколько лет тому назад. Причем у меня создалось такое впечатление, что из нее сделали игровую биту. В середине вы можете видеть отверстия и по кругу насечки. Ребят, сигнал зачетный был. И смотрите, что вылетает. Что-то интересное. Что за крест такой? Сейчас почистим аккуратно и посмотрим с вами. Не хочется его добивать здесь, друзья. Попробую дома в щевелку кинуть, может что-нибудь проявится. Но я так понимаю, наверное, орел какой-нибудь в середине. А тут, наверное, года. Может, Первая мировая, патриотика. Интересно. Друзья, а вот это уже кое-что интересное. Был просто огромный цветной сигнал. И посмотрите, что я достаю. Сначала я и не понял, что это такое. Потом, когда перевернул, я увидел, что это медный поясок от снаряда, кусочки которых мы часто находим на полях. И уже перевернув, четко прослеживается лезвие, рукоятка. И не так все просто. Здесь даже присутствует надпись. На лезвии можно разобрать 1914-1917 года и крестик. Видимо, обладатель участвовал в Первой мировой войне. Причем часто подобного рода ножи использовались для вскрытия бумажных письменных конвертов. Ну а в этом случае лезвие слишком широкое, большое и достаточно хорошо было заточено, стилизовано, я не знаю, под какую-то мини-мачету, а то и пиратскую секиру. Да, вот такой интересный экземпляр. Ребят, и это далеко не для вскрытия конвертов бумажных. Причем заточенный, сделанный как мачете практически. Да, изумительная находка, ребят, просто класс. Я сам поражаюсь, как мы еще копаем в такую погоду. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Очень хороший сигнал, друзья, и кажется, классная находка. Давайте смотреть. Тончайший сигнал. Я такой смотрю, сначала блестит. Думаю, блин, может монета? Нифига. Посмотрите. Это медальон. Вау. Там даже что-то нарисовано. Клевер вижу. Ух ты. Блин. Да, это медальон. Вон петелька. По материалу серебро. Что ж там внутри, интересно? Серебряный по материалу. Нет, мы его точно не будем сейчас дергать. Очень интересно, что там внутри. Ну вот так вот выглядит медальон. Я вот тут так чуть-чуть маслом помазал. Сразу прошу прощения за маникюр, за свой копательский. Сейчас вот будем как-то открывать. Вот вижу вот здесь вот такая выемка небольшая. Вот это вот, я не знаю, это, наверное,
крепление ушка, скорее всего. Что ж там внутри? Ну вот, вроде какое-то движение есть. Тяжело смотреть в экран. Нет, так не поддается. Ага. Наверняка вот тут вот проба стоит, что вероятно. Вот тут вот видите. Опа. Ну что, друзья, вы готовы? Опа. Выросла капуста. Были фотокарточки. Посмотрите. Они вон двигаются. Но они, к сожалению, все. Все, что от них осталось. Но зато медальончик-то, посмотрите. Его можно почистить и использовать. Тут все работает. Все работает замечательно. Я думаю, серебро. Сейчас почищу и посмотрим, что за проба. К сожалению, золотой монеты здесь не оказалось. Ну вот, помыл его. Такой вот медальончик. В царапинках, конечно, но тем не менее, руки, блин, как у деда стали. Что тут? За клейма хоть непонятно. Непонятно, что за клейма. Чик. Вот так вот, ребят. Вот такое видео получилось у нас с вами. Смотри, что делает, а? О, молодец, парнишка.
общем, с Антонио иду такой, смотрю, колечко какое-то. Сначала думал, может, гильза охотничья немецкая. Потом поднял, смотрю, вот такое зелененькое, и там что-то на ней буковка какая-то. Сейчас почищу, посмотрим. Вот такая вот находка. Ну, интересная тоже, друзья. Тоже интересная. Зачет. Нет, это не серебро, это то ли сплав какой-то, то ли медь. Но буковка стоит. То ли Джей, наверное, может. Йохан какой-нибудь. Йохан. Вот так вот. Опачки, ребята. Вот это уже не зря приехал. Смотрите. Смотрите, что попалось. Клеймо, видите? Никакой пропаганды, ужасов войны. Только история. С одной стороны подзалепило ее, конечно. Смотрите. А вот вам, пожалуйста. Сейчас почистим. Ну вот, как видите, один колос на троечку, а так в целом вот так вот получилось. Кокарда имперской рабочей службы. РАД. Друзья, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Вот смотрите, вот водоем за моей спиной. Вот тут я одну шильду велосипедную выкопал, там дальше вторую. Блин, я вообще просто не знаю. Ну я просто в шоке. Идемте покажу, что сейчас выкопал. Сигнал, еле-еле звенящий. Просто еле-еле звенящий. Выкапываю. Смотрите. Я уже вижу, что это серебро. Я уже сразу же вижу, что это серебро. Это, скорее всего, двухмарочник. С Гинденбургом. Посмотрите. Ребята, блин, вообще, я так рад, что я снова сюда зашел. Я удивляюсь, почему я раньше сюда не заходил. Почему вот я не дошел? Тут 2 метра, и шильда была одна, вторая. Почему не углубиться сюда? Нет, я просто прошел мимо. Вот, пожалуйста. На гурте надпись тоже будет. Пойду в водичке помою, грязь смою, чтобы не царапать. Я думаю, сохран будет офигенный. Болотный, как говорится. Это кайф, друзья. Только послушайте, какая тишина, друзья. Как я рад, вы вообще не представляете. Вот он, монитосик. Кайфец, просто вот реально вот кайф от души, потому что приехал, хожено, перехожено, но внутри вера все равно есть, что-то тут должно быть. Это вот вам благодаря, друзья, вы комментарии пишите в поддержку, вот все, кто писал, это вот благодаря вам, реально, спасибо. Пауль фон Гинденбург.
находка. Приятнее некуда. Ребята, первый сигнал у меня. Вот, со склона спустился. Причем сигнал, я вам не могу сказать, что хороший был. Какой-то он смешанный был. 85-86 бьет. И смотрите, ребят, смотрите, что выпадает. Мне страшно представить, уж не серебро ли это. Судя вот по вот этой зелени, друзья, это очень похоже на серебро. Давайте чистить. Вон я уже вижу надписюхи. Да, ребят, это серебро. Это серебро. Еще и на клеймах. Вау. Это очень хорошо, ребята. Это очень хорошо. Может, еще и вензелек какой будет. Батюшки мои. Класс. Лайкосы, друзья. Каких только чудес под Новый год не случается. 800-очка, вон она. Ложка горела. Серебро плавилось. Аж Николай. 800-очка. А с этой стороны вензель был. Вензелек был, друзья. Вот он. Видите? Горелая. Но все равно зачет. Это кайф. Продолжаем начатое. Спасибо всем, кто поддерживает лайкосиком. Смотрите, он монетку поднял. Это Барусурум Рекс, 4-грошевик, скорее всего. А, нет, 12-я часть таллера. 12-я часть таллера. Серебро, друзья, посмотрите. Генерал, красава. Даже похож чуть-чуть вот с этим. Только у него волосы длинные, но вы-то не любите отращивать. А так да. Сейчас будем вот эту вот. Слушай, и что, она прям на дороге была, что ли? Вот, ёпта, я, блядь, ну, люди, зеленка, не трогаем, по-честному. Шел по песчанке. Сюда пришел, обратно пошел. Смотри, комочек. Не врет. Ой, блин, мужики. Я только мысли были о рыбе. Смотри, какая шикарная. Вообще. Я даже комок не трогаю. Ну сам, давай, тебе доставай ты. Не, доставай. Давай. Твоя. Земля Не промерзла. тряси только ее, старайся. Зафиксируй. Да, даже промерзшая. Я так, что боюсь. Да ничего ей не будет, Антон, это серебро. Вот так вот. Вот так вот. Вот тебе, пожалуйста. Мужичок. Красавчик, Антон, поздравляю. Сзади там что-то есть? Видишь, они какие, они такие более толстенькие. Ну да, я увидел сразу, ну, толщина. Молодец, Антон. Вот тебе за старания. Уже мы с генералом уже возле машины стоим. А вот вам Антон, пожалуйста, друзья. Значит, сердце. Вот так вот получилось. Ну вот посмотрите, как все распределилось. И генерал нашел серебро, и я нашел серебро, и Антон нашел серебро. Вот честно, я бы смотрел такое видео, друзья, я бы подумал, что подстава, наверное. Я даже не верил до тех пор, пока не подошел к Антону. Все, друзья, выдвигаемся домой. Большое спасибо всем за просмотр, всем, кто досмотрел, всем, кто радовался.
за нас и ненавидел нас, друзья. Подписывайтесь, ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых Плохие, встреч. хорошие пишите. Генерал всех найдет, кто плохо вести будет. Правильно, генерал? Подписывайтесь, пожалуйста, ребята. Ай-яй-яй. Я благодарю всех тех, кто досмотрел это видео до конца. Большое вам спасибо, друзья. Канал Рыболов Копатель — это не только Павел и компания, но это еще и вы. Я очень признателен вам за то, что вы поддерживаете, пишете все время, ставите палец вверх. Многих я уже очень давно знаю по комментариям. Всех, и плохих, и хороших, всех знаем, друзья, не переживайте. Всех, кто смотрит, знаем. Кто ценит, кто ненавидит, кто сплетничает, вам тоже спасибо. Еще раз, у кого плохо работает YouTube, переходите на Дзен, подписывайтесь. Резервный канал я продолжаю вести, поскольку это будет возможным технически, я буду вести YouTube. Ну и Дзен будет тоже как резервный канал. Так что обязательно не пренебрегайте. Непонятно, что нас ждет впереди. И подписывайтесь на Дзен. Вне зависимости от этого, желаю вам счастливого Рождества, наступающего Нового года, здоровья, мира и добра вам и вашим семьям. Все, всем выпустить пока. Этот ролик, мне пришлось не спать целую ночь. Короче, я выкачивал видео с Ютуба и уже из них склеивал именно вот этот выпуск. Так что не спал, вообще вырубает просто, друзья. Надеюсь, вам понравилось. И чуть-чуть тепла летнего вы почерпнули из этого видео, потому что уже непогода, совсем скоро Новый год, на улице холодно. Ну а в видео рапс, божья коровка пролетела, красота, да, Джоля?